Итак, я закончила подготовительные работы перед заливкой. Первое, что хочу сказать, это я поняла, что полиэтилен для этих целей плохо подходит, так как при нанесении на него воском он растянулся, вздыбился, и это будет плохо сказываться на заливку эпоксидкой, но я планирую исправить это за счет подзаливки слоя в конце работ снизу. Второе, это я нанесла герметик на лицевую часть для того, чтобы эпоксидка не разлилась по всему столу, так как я не хочу делать полностью глянцевую поверхность, а хочу обработать в итоге дерево маслом. А теперь остановимся поподробнее на том, что у меня получилось сделать. Я закончила столешницу и отшлифовала ее с двух сторон.
На лицевой стороне столешницы я закончила шлифовать на шкурке зернистостью 800. На обратной стороне я закончила шлифовать на 180. Все это для того, чтобы толща воды была прозрачная, но не создавался эффект стекла, и нижняя часть у меня матовая, пол, основание, ножки, они не будут просвечивать очень сильно. Это что касается эпоксидки. На шлифовке деревянной поверхности я закончила на зернистости 300 и покрыла одним слоем маслом с содержанием воска. Сейчас мне остается покрыть вторым слоем масла лицевую поверхность, и я приступлю к изготовлению основания из металла.